Вот такой аппетитный ужин я сегодня сделал. Суп-пюре с тыквы, хлебная запеканка с молочным киселем и с клубникой и свежеиспеченный хлеб. Выглядит аппетитно, получилось обалденно вкусно. А если вы желаете узнать, как я все это сделал, оставайтесь на моем канале, я все покажу. Всем приветик! Добро пожаловать на мой канал, добро пожаловать на мою кухню. Сегодня сделаем осеннее блюдо, а именно я решил сделать тыквенный пюре-суп. Это обалденно вкусно, и так получилось, что я давно это не делал. И сегодня я решил с вами поделиться методом приготовления, как я это буду делать. А что время терять, пойдем покажу, что и как я буду делать. Может быть, я вам подкину идею тоже. Так, практически все, что мне надо для этого супа, у меня есть на готове. В первую очередь мы сейчас почистим эту маленькую тыкву. И у меня здесь уже 2 упаковки тыквы уже очищены тоже. Все это мы сейчас отправим в духовку. Духовка у меня нагревается до 180 градусов. Здесь я взял противень. Сейчас я постелю фольгу. Так. И тыкву мы сейчас порежем и сюда отправим. В первую очередь я фольгу попрыскаю маслом. Любое растительное масло можно, но я пользуюсь маслом авокадо сейчас. Так. Я здесь еще тыква в пакетах. Когда в пакетах приходит, намного удобнее. Просто у меня маленькая тыква была, думаю, ее тоже израсходую. Вот так. И сейчас сверху я опять попрыскаю растительным маслом или маслом авокадо. И отправляем в духовку на 180 градусов до готовности тыквы. Так, и к этому супу я сделаю свежеиспеченный хлеб с полуфабриката. Делается при 180 градусов 8-10 минут по инструкции. Как мы тыкву вытащим, так мы отправим сразу же хлеб туда в духовку. Вот так. Так, на этом этапе я уже вскипятил воду в чайнике, я разведу 1 кубик куриного бульона. И пускай это у нас растворяется, пока мы занимаемся луком и морковкой. Так. Здесь я взял 2 средние луковицы. Сейчас мы порежем меленько. Так. Здесь я взял кастрюлю, в которой мы все это будем варить, но в то же время мы сейчас немножко лук пережарим в этой кастрюле. Итак, в эту кастрюлю мы сейчас добавляем много растительного масла, я пользуюсь постным маслом подсолнечным. Включаю газ, и нам надо этот лук сейчас пережарить. Пока лук здесь жарится, мы сейчас порежем морковку. Так, здесь у меня морковка. Сразу говорю, все добавляю на глаз. Так, теперь отправляем к луку.
Так, пускай пока это жарится, мы порежем чеснок. Здесь у меня зубчики чеснока, мы только порежем меленько. Суп делается сравнительно легко, но получается обалденно вкусный результат. На этом все нарезки у нас закончились на сегодня. Итак, лук начинает румяниться, мы добавляем сюда чеснок. Так, чеснок дает нам запах, значит, можно сюда доливать теперь наш бульон куриный. И развожу еще один кубик бульона. Итак, на этом этапе добавляю еще бульон. Так. И теперь мы ждем, как у нас приготовится тыква. Тогда мы тыкву сюда отправим в кастрюлю. Так, у меня в холодильнике оказалось очень много белого хлеба. И я решил сделать десерт тоже, хлебный пудинг. Для этого мне понадобится масло. Я сейчас взял пол пачки масла и растопим это мы в микроволновке. И в первую очередь мы сделаем болтушку. Сюда я добавлю сейчас 3 яйца. Мы добавляем сахар по вкусу. Очень сладкий хотите, много сахара, не очень, значит поменьше сахара. Я знаю, что у нас семья сладкоежек, так что я побольше сахара добавлю. Заливаю молоком. И все это мы теперь взбиваем. Сейчас попробую на вкус. Если надо, еще сахара добавлю, если нет, то достаточно. Так, сахара достаточно. Так, убираем сейчас. И теперь я беру белый хлеб, и сюда мы крышим белый хлеб. И дадим постоять полчасика, чтобы все это обмокло как следует. Пропорции все добавляю тоже, все на глаз. И дадим, пускай полчаса так немного все обмокнет. Итак, тыква у нас хорошо, смотрите, как поджарилась в духовке. И теперь все мы отправляем сюда в кастрюлю. Так. Добавляем молотый перец. И пускай теперь варится до готовности тыквы. Чтобы тыква совсем мягкая была. Итак, у меня хлеб хорошо здесь промок. Очень хорошо. Теперь я сюда выливаю масло. И как следует все это перемешаю. Так. И теперь я сюда добавляю изюм. Изюм этот вымотанный можно сразу же добавлять в блюдо. Так. И как следует перемешаю. Беру противень, опрыскаю растительным маслом. Все идет теперь на противень. Равномерно распределяем. Так.
Беру корицы, и корицы сверху посыпем. И отправляем в духовку 180 градусов примерно на полчаса или до готовности. Итак, тыква у нас сварилась. Сейчас теперь мы пропустим все это через блендер. Так. И теперь мы сюда добавляем сливки. Как следует все перемешаем. И отправляем опять на плитку минут на 5. Я не солил, потому что куриный бульон был уже соленый, эти кубики. Смотрите, какая прелесть. Сейчас я попробую на вкус. Получилось обалденно вкусно. Но мы сейчас отправим теперь на плитку, минут на 5 покипеть, и тогда через 10 минут можно подавать на стол. Итак, наш хлебный пудинг, который я делаю, или хлебную запеканку, можно подавать с молоком, со сливками или с молочным киселем. У меня в данном случае молочный кисель с клубникой. Чтобы приготовить это, я пользуюсь по инструкции. Взял кастрюльку, налил чуть-чуть воды, наливаем молоко. Так, еще чуть-чуть молока добавим. Добавляю сахар по вкусу. Так. И отправляю на газ. Пока у нас варится на газу, нам надо постоянно помешивать, чтобы ничего не перегорало. А тем временем я возьму отсюда 3 ложечки порошка. Порошок такой приятного цвета. Суть этого порошка там крахмал, чтобы... Так, заливаем молоком. И надо все это перемешать. И когда добавляем уже в горячее молоко, нам надо еще помешать, чтобы крахмал не осел на донышке этой миски. Теперь ждем, как у нас молоко закипит. И давайте отправим все в молоко. Итак, молоко у меня закипело, и теперь добавляю, помешиваю наш раствор с киселем. Вот так. И теперь мы помешиваем и дадим покипеть 5 минут, и тогда кисель у нас готовый будет. Приятный цвет, смотрите. Надо постоянно помешивать минут 5, иначе у нас этот кисель будет иметь свойство пригореть. Так что 5 минут пускай покипит, и тогда выключаем газ, и на этом кисель будет готовый тоже. Вот такой финальный результат. Пюре-суп. И немножко я сверху прошел со сливками. Хлебный пудинг или хлебная запеканка с молочным киселем, с вкусом клубники и хлебушек. Итак, сегодня я поделился еще одной идеей, что можно приготовить. Я сделал тыквенный пюре-суп, я давно его не делал. Получилось обалденно вкусно. К этому я испек хлеб с полуфабриката. Он пойдет обалденно хорошо с этим супом. И на сладкое, так как у меня много белого хлеба было, так я решил израсходовать и сделать хлебный пудинг или хлебную запеканку, которую подают молоком, со сливками или просто безо всего, или с молочным киселем, так как то, что я сделал молочным киселем, кисель с клубникой. Это все обалденно вкусно, запахи невероятно аппетитные на кухне стоят.
Я заканчиваю это видео, моя семья садится за ужин теперь, а вам хочу пожелать самого наилучшего. Берегите себя, берегите друг друга. Всем крепкого здоровья, всем мирного неба, приятного аппетита и